Правила строительства на дачном участке. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Правильно расположить все постройки на участке в СНТ все равно, что собрать сложный пазл. Ведь при ограниченном количестве квадратных метров нужно учесть требования пожарной и санитарной безопасности, а еще не нарушить права соседей. Чтобы у владельца участка не возникло проблем в дальнейшем, нужно заранее узнать все нормы и правила строительства на дачном участке. Правовая база. Планируя строительство на загородном участке в СНТ, собственнику земли нужно руководствоваться нормами и правилами, которые прописаны в Федеральном законе 217 ФЗ, который вступил в силу 1 января 2019 года, Градостроительном кодексе Российской Федерации, статья 39, Земельном кодексе РФ, который определяет принадлежность участков к землям для садоводства и огородничества, своде правил СП 53.13330.2019, посвященном планировке и застройке территории ведения гражданами садоводства. Именно в последнем документе прописано, какие расстояния должны соблюдаться между постройками на загородных участках. Главные цифры мы собрали в виде инфографики. А теперь расскажем обо всем по порядку. Нормы и правила строительства гаража. Большинство дачников привыкли ездить за город на своем автомобиле, но где оставлять личный транспорт, если на территории товарищества практически нет места для парковки? Выход – строить гараж на собственном участке. Постройка должна находиться на расстоянии не менее 6 метров от стен соседнего дома, чтобы в случае возгорания имущество соседей находилось на безопасном расстоянии от огня. Не менее 3 метров от стен вашего собственного дома по тем же правилам пожарной безопасности. Не менее 1 метра от границы участка, забора и хозяйственных построек. Важно, чтобы между гаражом и забором мог спокойно пройти человек. Постройка не отбрасывала тень на соседний участок. Дождь с крыши не стекал на чужую территорию. Наконец, придется учесть и расстояние гаража от проезжей части не менее 3 метров до края дороги и в пределах 5 метров до середины проезжей части. Это правило нужно соблюдать, чтобы при выезде из гаража исключить риск столкновения с проезжающим мимо транспортом. Важно! Все перечисленные нормы и требования касаются только капитальных сооружений, то есть гаражей, которые имеют стены из кирпича, бетонных блоков, а также залитый фундамент. Любые металлические и каркасные гаражи, а также навесы для автомобилей относятся к временным сооружениям. Но чтобы избежать возможных проблем и споров с соседями, возводить их лучше с учетом все тех же требований и норм. Правила строительства дома. Если вы приобрели землю в СНТ и готовитесь начать строительство садового или жилого дома, важно помнить про существующие ограничения. Так, высота дома в СНТ не должна превышать 20 метров. Также на территории садоводческих товариществ запрещено возводить постройки более 3 этажей. Если площадь дома превышает 500 квадратных метров, перед началом строительства нужно составить проект, подготовить чертежи и схемы будущей постройки с разных ракурсов. Далее потребуется провести пожарную экспертизу, а после завершения строительства официально сдать дом в эксплуатацию с разрешением местных служб. Все данные правила иногда меняются, поэтому уточните свежие редакции. Высота потолков в доме не менее 2,2 метров. Также существует и минимальное ограничение по площади комнат. Основная комната, зал, гостиная от 12 квадратных метров. Спальня от 8 квадратных метров, туалет от 1 квадратного метра. При строительстве дома важно учесть его расположение на участке. Жилая постройка должна находиться на расстоянии 5 метров от улицы, 3 метра от проезда или границы соседнего участка, 6 метров от дома соседей, 15 метров от лесного массива. Правила строительства бани. Попариться в баньке – один из поводов приехать на дачу. Однако баня – одна из самых пожароопасных построек на участке, поэтому при ее строительстве особенно важно соблюдать расстояние. От жилого дома не менее 8 метров, от улицы и проезжей части не менее 5 метров, от колодца или скважины не менее 12 метров, от высоких деревьев не менее 4 метров, от границы участка и соседского забора не менее 1 метра. Но самое главное, баня не должна располагаться рядом с другими деревянными постройками. Расстояние от них как на собственном участке, так и по отношению к постройкам соседей должно составлять не менее 15 метров. Правила для хозяйственных построек. К
К сельскохозяйственным постройкам на дачном участке относятся сараи, птичники и загоны для скота, склады для хранения инвентаря или урожая. Возводить их разрешается на расстоянии не менее 1 метра от границы с соседним участком. Если речь идет о колодце, он должен находиться не ближе 5 метров от дома и 8 метров от туалета или компоста. Уличный туалет или выгребную яму придется оборудовать минимум в 4 метрах от границы с соседним участком. Правила постройки забора. Границы каждого участка в садоводческом товариществе должны быть отделены забором со всех сторон. Но в соответствии с СП 53.13.330.2019 строить глухой забор запрещено. Согласно пункту 6.2 данного свода правил, для ограждения между участками нужно использовать сетчатый материал. Нужно ли регистрировать постройки на участке? Для всех жилых и хозяйственных построек, которые появятся на вашем участке, действует одно правило. Если они возведены на фундаменте и не могут быть перенесены в другое место участка без повреждения конструкции, то их придется регистрировать, оформлять на них право собственности. Почему всегда важно учитывать права соседей? Правила строительства на садовом участке не случайно прописывают расстояние от границы с землей соседей, ведь постройки, возведенные без учета этих расстояний, могут помешать другим людям. Например, дом рядом с забором может заслонить собой от солнца часть земли у соседей, что отрицательно скажется на урожае, а туалет, построенный на слишком близком расстоянии, будет досаждать не самыми приятными запахами. Если постройки будут доставлять неудобства, соседи попытаются это исправить и предъявят претензию. В итоге дело может закончиться в суде. Поэтому важно заранее обезопасить себя от ссоры с соседями и возводить строение в строгом соответствии с существующими нормами. Хотя это не всегда обезопасит от ссор. Бывают настолько неадекватные соседи, что даже нормативы им не указ. Ответственность за нарушение при строительстве. Все нормы и правила, прописанные в СП 53.13.330.2019, не являются обязательными, а носят лишь характер рекомендации. Это значит, что неисполнение этих правил не может повлечь за собой административную ответственность. Но если постройки на участке не отвечают санитарным или противопожарным нормам, то садовод все-таки может быть наказан за это штрафом. Например, если собственник земли поставил туалет слишком близко к соседнему участку, повышенная концентрация вредных веществ в почве может привести к нарушению плодородного слоя. Ну вот это, честно говоря, какая-то чушь, ведь всем известно, что чем больше навоза, тем лучше урожай. Но все равно за это предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. В случае возникновения угрозы санитарной безопасности будет наложено денежное взыскание от 500 до 1000 рублей. Также суд может вынести решение о принудительном сносе постройки, которая нарушает строительные нормы и интересы соседей. И это может коснуться не только туалета, но и бани, склада и даже дома. Поэтому крайне важно ответственно относиться к соблюдению всех норм и правил строительства на дачном участке. А еще лучше получить нотариальное согласие соседей о том, что они не возражают от той или иной постройки. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.